Как часто я рассказываю свою историю? Вы знаете, не всегда я рассказываю свою историю, и я всегда смотрю на собеседника. Это или собеседник, или на школах, да, на тренингах я рассказываю свою историю. Бывает 1 на 1, бывает на школах. Обычно я это делаю тогда, когда я вижу в глазах пустоту. Когда я разговариваю с человеком, тут вопрос даже такой стоит: для чего я рассказываю свою историю? Не как часто я ее рассказываю, а для чего и почему. Когда я смотрю на собеседника, я вижу, или он заинтересован, или он не заинтересован. Или он заинтересован в том, что я говорю, или он не заинтересован. Вот если он не заинтересован, значит, он не соприкасается с тобой. То есть у вас нет единства в мыслях. А как соприкасаться? Как объединить тебя с собеседником? Как соединить вас? Это твоя история. Твоя история, моя история позволяет мне соединиться с собеседником. То есть, когда он слушает мою историю, он понимает, что я не родился где-то там в счастливой стране там, или в счастливой семье. У меня были те же самые проблемы. Когда я разговариваю с ним и говорю ему про свою историю, он понимает, что я такой же, как он. И он становится на мое место, и это позволяет ему увидеть себя через 5-10 лет. Когда лидер рассказывает свою историю, это позволяет новичку увидеть себя через 5-10 лет. Это позволяет вам объединить ваши цели. То есть это дает человеку силу для того, чтобы действовать. Это дает ему уверенность в том, что если он не сдается, если он проходит все те же самые моменты, он достигает того, что он хочет. То есть это такой метод, способ присоединить новичка к себе и показать ему, что ничего такого особенного нет. Просто когда ты делаешь что-то, у тебя это получается. Это очень хороший вопрос. И лидеры, они всегда это используют для того, чтобы вот дать силу, дать уверенность новичкам, потому чтобы действовать.